Сегодня готовим старинное, при этом очень вкусное и сытное блюдо. Для него я беру 3 крупных луковицы. Они весят 300 граммов. Лук нарезаю ни крупно, ни мелко, можно сказать, такими средними кубиками. Я люблю этот рецепт за то, что он очень простой и даже бюджетный. Но готовое блюдо из лука получается настолько вкусным, что ему посвящен целый музей в городе Люблине. Затем мы поставим закипать воду. В 1 литр воды высыпаем 1 чайную ложку соли. В кипящую воду высыпаем измельченный лук. Лук бланшируем недолго, всего 2 минуты после закипания. А затем воду сливаем и даем этой воде полностью стечь. А дальше добавим к этому луку 3 столовых ложки мака. И сразу хорошо перемешаем. А затем нальем сюда 2 столовых ложки растительного масла. В идеале это подсолнечное или рапсовое масло. Хотя сейчас в современной трактовке рецепта все чаще добавляют по желанию сливочное масло. Лук с маком переложим в стеклянную банку или другую удобную для вас посуду и отправим в холодильник на несколько часов. Для удобства можно приготовить его таким вот образом с вечера, а использовать потом утром. А теперь приготовим очень простое дрожжевое тесто. Для теста я возьму 400 граммов муки. При этом, чтобы готовые изделия получились пышнее, я просею ее через сито. Затем к муке добавляю 2/3 чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара без горки и 2 чайных ложки сухих дрожжей. Дрожжи весят 6 граммов. Все эти сухие ингредиенты я сразу же хорошо перемешаю, чтобы они распределились равномерно. Кстати, такая маленькая хитрость. Очень удобно это сделать венчиком. Дальше я добавлю сюда 1 стакан теплой воды, 200 мл. Именно теплой, а не горячей. И также добавляю 20 граммов сливочного масла. Масло при этом нужно растопить. А теперь просто замешиваем тесто. Работать с таким тестом очень легко и приятно. Оно получается мягкое, гладкое, но при этом отстает от рук. В этом рецепте очень продуманные пропорции для дрожжевого теста. Посмотрите, какая у нас получается красота. Теперь нам нужно, чтобы это тесто хорошо подошло. Чтобы оно не подсохало, не заветрилось, я капну на него сверху немного растительного масла и смажу этот комочек. Я всегда использую, когда делаю дрожжевое тесто, этот небольшой прием, небольшую хитрость. Тесто накрываем полотенцем, и теперь его нужно поставить в какое-нибудь теплое место. И опять я вам покажу, какую я использую хитрость. Так как в доме не всегда есть такое теплое, удобное место, то я беру кастрюлю, наливаю в нее теплую воду. Именно теплую, приятно теплую воду, но ни в коем случае не горячую. И дальше ставлю сюда миску с тестом, погружаю, чтобы ее краешек этой миски находился в теплой воде. Таким образом тесто будет подниматься значительно быстрее, чем если бы мы его просто оставили на столе. Через 1 час проверяем наше тесто. Посмотрите, какая красота! Тесто идеально подошло, увеличилось в несколько раз. Теперь тесто выкладываем на стол. Для удобства делаю такую колбаску. И теперь я его разделяю визуально примерно на равные части.
У меня получится 6 штук, 6 будущих цибуляжей. Дальше я беру по очереди каждый кусочек. Делаю из него сперва шарик для удобства, а потом мы сделаем кружочек или диск, как вам больше нравится это назвать. Можно его растянуть руками, а проще еще взять скалку и раскатать при помощи скалки. Толщина теста при этом будет примерно 1 сантиметр. Тесто очень податливое, работать с ним очень приятно. Тесто можно оставить в виде такого диска, а можно немножечко ему придать форму, чтобы был краешек, как на пицце. Затем каждый такой кружочек я выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Видите, тесто не липнет ни к рукам, ни к скалке, ни к столу. Работая с этим тестом, не нужно подсыпать муку. Все очень просто, очень быстро. Оно эластичное, податливое, мягкое. В общем, я повторюсь, работать с этим тестом одно большое удовольствие. Теперь самое время вспомнить про начинку. Она простояла в холодильнике у меня целые сутки. Замечательную начинку выкладываем на будущие цибуляжи. При этом оставляем свободный край, как на пицце. И вы знаете, произошел такой интересный феномен. Постояла эта начинка сутки, и теперь пахнет она уже больше маком, чем луком. Сейчас довольно часто цибуляжи готовят с жареным луком, чтобы сократить время приготовления начинки. Теперь мы оставим цибуляжи, чтобы тесто еще раз поднялось. Я его накрою, чтобы не подсохало. Первым слоем я положила пленку, чтобы просто не пачкать полотенце. Через 20 минут я визуально вижу, что тесто хорошо подросло. Теперь я возьму одно небольшое яйцо, точнее самое маленькое, которое у меня есть. Разболтаю вилочкой и теперь хорошо смажу край каждого цибуляжа. Будущую вкусную выпечку отправляю выпекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов Цельсия или 356 градусов Фаренгейта. Через 20 минут цибуляши пора вынимать из духовки. Правда, время запекания может немного отличаться в зависимости от вашей духовки. Аромат потрясающе аппетитный. Посмотрите, какая красота! А как же это вкусно! Такой цибуляж можно приготовить к чаю, кофе, на ужин. Можно взять с собой на работу или дать детям в школу. Такая выпечка готовится очень просто, экономно. Я ее готовлю часто и надеюсь, она порадует и вас. Готовьте с удовольствием и на здоровье. При этом не забудьте подписаться на канал, чтобы увидеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. Смотрите, какая красота! Пористый, мягкий, вкусный, легкий. Просто объедение. Обязательно приготовьте и порадуйтесь. Я желаю вам приятного аппетита, радости в жизни и мирного неба над головой. Друзья мои, до встречи, как всегда, в следующем вкусном видео.